Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, за то, что следите за прямыми эфирами и за понедельничным спиваком следите тоже уже в 26-м году. Дмитрий, приветствую вас с Новым годом и с прошедшими именинами, конечно же. Да, спасибо. Да, приветствую, Саш, тебя, приветствую зрителей, всех. Это же первая программа у нас в новом году, да, поэтому конкретно для зрителей канала Александра Шелеста, на который надо подписаться, и зрителей, которые должны сегодня поставить лайк. Ну, в смысле, как должны? Просьба просто. Вам, может быть, и все равно, а мне приятно, Ютубу полезно. Вот, поэтому для всех зрителей с Новым годом, с рождественскими праздниками, в общем, с наступлением чего-то нового, надеюсь, 26-й принесет нам всем мира и добра и благополучия. Просто об этом уже сказано, пересказано, поэтому, ну, чего я там буду повторять. Александр Шелест сказал там спасибо всем, кто следит за понедельничным спиваком, это делать несложно. Вот, не за Трампом же следить там это невозможно, а здесь мы все-таки как-то в большей системе, нас с Шелестом легче запрограммировать, чего мы все-таки будем делать, там посложнее. Поэтому сейчас плавно, так сказать, мы перейдем, сфокусируем, все разложим, углубим, расширим, сделаем анализ. Как всегда, надеюсь, я так уже привык к эфирам с Александром Шелестом и к вам, уважаемая аудитория канала Александра Шелеста. Поэтому я думаю, что и сегодня какие-то мои выкладки, моя точка зрения будет иметь какой-то альтернативный характер. Будем учиться друг друга, слышать, слушать, там, анализировать и так далее, входить в дискуссии. Полезная эта штука, особенно в поствоенный период, когда страна войдет в какой-то политический цикл. Надеюсь, это будет политическая конкуренция, там, да, диалоги в прямом эфире и не только. Вот мы как бы фундаменты закладываем, чтобы слышать даже иногда разные альтернативные точки зрения. Главное, чтобы они были всегда аргументированы. Вот, Саш, поэтому Да, еще раз всех с новым. да, всех с Новым годом еще раз, и как бы с новым таким новогодним сезоном спивакам. Смотрите, Дмитрий, вы так сказали, надеетесь на 26-й год, что будет мир, а Кулеба то ли то ли несостоявшийся, то ли все еще впереди, начальник службы внешней разведки Украины Кулеба, Лопата Мэн, который говорил еще, когда был на должности министра иностранных дел, что будем воевать с лопатами, он не надеется на мир в 26-м году. Более того, настолько как бы выкладывает и раскладывает все, что ну там вообще чуть ли там, дай бог, что в 27-м все было. Смотрите, я хочу начать, вот мы сейчас перейдем к вопросу о геополитике, обязательно поговорим, тем более, что год выдался, начало его выдалось очень бурное, ну, просто неимоверное. Но я все-таки хочу с ожидания 26-го, чтобы уточнить эту точку зрения. Нам Кулеба что продвигает? Какой нарратив? На продолжение войны до как бы победного конца, до непонятно когда? И вы вот встретили 26-й год, вы надеетесь, что каким-то образом что-то остановится, приостановится, ну давайте так, разрешится? Сначала про Кулебу, Дмитрия Кулебу, экс-главу МИДа. Ты бы поосторожнее, Александр, потому что у нас с тобой нет такой коммуникации с Джерардом Кушнером, как есть у Дмитрия Кулебы. То есть все его связи с Демпартией, с левым глобализмом мы это знаем, и, так сказать, вся его преподавательская деятельность в Гарварде, это понятно, но вот его возвращение в украинскую политику, как утверждают злые языки, вернее, или из открытых источников метро Нью-Йорка, вот там есть парочку моих друзей, что приличная коммуникация у Кулебы с Джерардом Кушнером, а Джерард Кушнер не последний парень в американской деревне. Это первое, поэтому тут надо аккуратнее, тщательней. А что касается того вообще, чего наговорил Дмитрий Кулеба, то, во-первых, может быть, он купил лопату, так тоже может быть, а раз уже купил, то 26-й год что-то с ней надо делать. Я написал короткий пост сегодня, да, там же в своем интервью Дмитрий Кулеба сказал такую фразу, что очередная вспышка, там, так сказать, переговорного процесса может пройти в феврале. Я написал, что вспышки бывают на солнце, бывают в сознании, как у кого там, у разных людей разные вспышки. Я не знаю и не хочу даже знать,
чьи тезисы отрабатываются Дмитрием, к чему, ну, Кулебой, в смысле, тезкой моей, куда он нас готовит и зачем. А про его будущее назначение пока бессмысленно говорить и не стоит, назначат, обсудим. А вот его, в кавычках, достижения на посту главы нашего МИДа я много уже говорил. Поэтому давай я здесь три точки. Ну, Кулеба сказал, ну окей, ну сказал и сказал. Давай я о себе лучше скажу. Как ты меня спросил? Вот там Новый год, первые дни, неужели после всего, чего происходит в первые дни, у меня остались там надежды и так далее? Смотрите, постоянные зрители канала Александра Шелеста и, наверное, постоянные зрители наших эфиров не дадут мне соврать, там где-то с апреля, с мая месяца 2025 года мой прогноз, основанный на аналитике, одинаков, и он не меняется. Я его сейчас быстро повторю. То есть, что я говорил на протяжении многих-многих эфиров, даже вот с Александром. Я говорил, что до конца декабря, до Нового года будут приняты определенные глобальные рамочные решения. Останутся 2-3 ну, таких камня преткновения, которые перенесутся на Новый год. Дальше первый квартал, все, что было наработано, получит свое некое очертание, и мы подойдем к неким решениям, таким глобальным решениям, не только рамочным. А на рубеже первого-второго квартала 2026 года они постепенно начнут имплементироваться, потому что принять решение и подписать этого же мало. Да, они должны быть приняты всеми участниками сторон. И если мы надеемся, что то, что мы там с европейцами на двоих принимаем, это все, ну то без России же не получится. Это же Россия с нами воюет, а не мы с Европой воюем. Поэтому для имплементации всего принятого тоже потребуется время. А еще я говорил, что до Нового года Дональд Трамп решит вопрос с Венесуэлой. То есть я ошибся на там 48 или 72 часа. То есть не успел Дональд Фредович до 31 декабря, перенес это там на 2-3 января. Поэтому, Саш, и я всегда делал такую, ну, я ставил запятую и говорил, что если не прилетит черный лебедь. Забегаю вперед, Орешник без боевого комплекта по Львовской области, это не черный лебедь. А то, что там украинские спецслужбы наносят там тоже не, на мой взгляд, это тоже не черный лебедь. И даже венесуэльская операция Дональда Трампа, на мой взгляд, не является таковым. Более того, когда американские военно-морские силы арестовали там 4 или 5 танкеров, несколько из которых, по-моему, 3, находились в данный момент времени с русским флагом, ну, многие так заговорили, вот она, предтеча чуть ли там не Карибского кризиса, вот он черный лебедь, который сейчас поменяет абсолютно все мировые расклады. Я сказал, ни хрена подобного, это даже не лебеденок. Это так птенчик пролетел, это Трамп с Путиным разговаривают, ну, они так разговаривают. То есть Трамп так разговаривает с Путиным. Это отдельная тема, если Саша коснется, сегодня я свою точку зрения скажу. Поэтому, да, Саш, надежда есть. Понятно, что партия войны есть в Штатах, партия войны есть в Европе среди леволиберальной тусовки. Им кровь из носа нужно продолжить войну в Украине. Партия войны есть у русских, партия войны есть везде. Вот сейчас, да, идет кто кого. Но так по хронологии событий, мне все-таки представляется, что к апрелю месяцу, к визиту Дональда Трампа в Поднебесную, к его встрече с Си Цзиньпином, ну, что-то здесь должно, какая-то мозаика здесь должна выстроиться, если не де юре, я имею в виду там подписание чего-то там большого, глобального, то де-факто. Вот поэтому я на это продолжаю надеяться, исходя из своих выкладок. Но все может поменяться вот на раз. И если партии войны общемирового плана продолжит свою деятельность, подрывную в информационном плане, в другом разном плане, то, конечно, многие вещи могут быть сорваны, перенесены, и тогда это перенесется на 6 месяцев вперед. Почему я так скрупулезно об этом? Ничего не изменится. Вот страшно и обидно в том, что кроме как погибнут еще тысячи людей, разрушится еще там, да, в принципе ничего не изменится. Война, на мой взгляд, давно уже имеет такой затяжной тупиковый характер. Вот эти вот новости читаю, обожаю такие новости. Там российские войска продвинулись от Третьей Березы к 9-му домику, там где-то над Гуляй-полем. И все это длится уже. Слушайте, Трамп через, сколько там, через 2 месяца, какой там, через 20 января, да? Через неделю Трамп уже год президентом. Вот представляете, год пролетел,
Ничего же не меняется. Принципиального вот в противостоянии вот в этом военном. И ничего не изменится Ну, в не течение скажите. 10 лет. Вот Смотрите, ничего не меняется стратегически. Ничего. если К так сожалению. меняется, знаете что? Ну, понятное дело, что опять-таки жизни забирают, опять-таки территории Нет, забирают. Саш, извини, Саш, Нет, можно, понятно. подождите, можно смеяться про избушку лесника, можно еще, ну давайте так, Покровск, Мирноград, от того, что там мы не признаем официально, или, например, наш там главнокомандующий Сырский выходит и говорит, нет, ну мы же понимаем ситуацию на земле. То есть тут как бы это все движение идет. Но тут другой момент. Я, кстати, сразу хочу быстро спросить, а потом вы в Одессе находитесь, мне там вчера во Да, время да, прямого эфира собственно, да. писали, что смотрели прямой эфир, ну, шума, и наблюдали в окно работу ПВО, да, со светом беда, с теплом беда Я не могу по всей сейчас, стране. я нахожусь Это самая черная зима, вот это уже дают аналитики, сводки все, а, поэтому есть ощущение, что как раз-таки мы на грани, как страна, как Украина, как система. Первое, я нахожусь сейчас в Одессе. Второе, я не могу сейчас посмотреть в окно, но могу почитать одесские паблики. Летит. И вчера летело, и сейчас летит. Причем странная история такая. Сейчас летает и утром, и днем, и вечером, и ночью. Ну, то есть все это продолжается, друзья. Мы уже настолько... знаете, вот, извини, Саш, может быть, так сказать, просто на своем примере о себе расскажу сейчас полминуты. Насколько психологическая нервная система у нас вот перестроена за эти годы. Вот мы вчера там сидим, и за стеклом, там на веранде, в кафе мы были, там два парня, официанта, двигали стол. Ну, вот такой какой-то звук, и мы все за телефоны. То есть звук такой, что вот как будто бы, да, опять заработало наше ПВО, вот как-то ножки столов. Ну, короче, это невозможно, это катастрофа, когда в любом звуке, да, и мы в этом живем. Вот, по поводу там самой черной зимы, мои аналитические взгляды здесь не нужны, это и так понятно, об этом говорит статистика. Вот, поэтому, ну и за Одессу взялись, да и не только, господи, за Одессу, и за Киев взялись и так далее. Саш, не будем, я не хочу на это тратить время и жаловаться не хочу. И мы говорим о геополитике. Ну что я буду говорить, как мы там 5 суток сидели без света. Слава богу, последние там неделька, ну так оно полегче в Одессе, там, не знаю, как в других районах. Зато я точно знаю, как в Буховеле, блестяще, классно. Могу посоветовать, друзья, если у кого не хватает денег на Буковель, поезжайте в Швейцарию, там чуть дешевле, можете найти себе там места. Вот. А в Буковеле все прекрасно, свет есть, все работает, ничего не отключается, тревог нет, комендантского часа нет. Такой показательный триумф этих дорогущих костюмов, чеков, ресторанов и так далее. Грани войны, мы же в одной стране живем. Да? Буковель, Одесса, Киев. Да, я рассказываю про то, как мы там где и что, а в Буковеле тоже Украина. И там вот это и песни патриотические и так далее. Отдельная тема, она откладывает очень серьезный и негативный отпечаток на души, на сердца, на умы людей, которые вот не уезжают, не могут уезжать, еле сводят концы с концами. А тут Буковель. И все это на видео. И люди-то, и вот это вот все. Я не ханжа. Ну, просто, знаете как, уже анекдот даже ходит. Выездная сессия ТЦК в Буковеле, задержали 2 людей. 53-летнего истопника, значит, какой-то там сауны пятизвездочного отеля и там кого, сторожа автопарка. Ну, как-то так. Понятно, что там все с документами. Понятно, что там молодежь 25-40, там, да, Ну что, еще, гульбайнит и еще так далее. куртки Олимпиада Сочи И куртки, 2014 ну это, появлялись. да, Ну, в общем, это смотрите, мы к Украине еще смелый вернемся. чувак. И по поводу, не, Да, ну, что, смелый чувак. хорошая куртка, качественная, Смелый горнолыжная. чувак. Вот. Не, так Да, никто ничего, горнолыжный. понимаете. Это для этого, собственно, нам и показали. Смотрите, мы вернемся к Может, вопросам прочитать не Украины. могут. Конечно, поговорим про парламент, поговорим про положение дел. Я с вами согласен, когда киевляне скребут ноготочком замерзшее изнутри окошко, да, потому что даже до сих пор там 800 домов остаются без тепла, хотя там стараются, что-то там, в общем, Свириденко обманула, вчера ничего не восстановили, ну, в общем, пытаются бороться коммунальщики с этим, но это, конечно, большая проблема в морозы, в снега.
говорите, ничего не изменилось. Видите, как меняется, только в худшую сторону. Вот это, конечно, минус. Давайте к нашему сегодняшнему вопросу. Он звучит следующим образом. Мы зайдем с геополитики, и вот под этой архитектурой, которую выстраивает Трамп, опять-таки, если она есть, если это не хаотические движения и такие спорадические какие-то его выпады. Так вот, как вы думаете, где США проведет ближайшую военную спецоперацию? Подчеркиваю, военную спецоперацию. Варианты. Куба, Иран, Гренландия, Мексика. 4 варианта. Понятно, что можно туда добавлять еще и Канаду и все остальное. Трамп, конечно, дал лихо, конечно, встает, причем везде одновременно. Но военно где себя проявит? Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, слово военно, специальная военная операция имеет много граней. Спецоперация спецслужб тоже имеет некий военный характер. Да, то, что произошло в Венесуэле, это же не военная история, она больше история спецслужб. Да, поэтому, ну, окей, да, окей, пусть будет так, отвечу на твой вопрос. На мой взгляд, следующие события – это Куба и Мексика, разного характера события. Колумбия сейчас встанет вот так вот в рядочек, президент туда сейчас прилетит в овальный кабинет, президент Колумбии, и у него будет два выбора, да, или дружить с американскими транснациональными корпорациями, или жить по соседству с Мадуро. Я думаю, что президент Колумбии выберет правильный вариант. Саш, ты вот когда задавал вопрос, мы сейчас отвечаем уже или идем дальше? Нет, ну Я интересно, просто что хочу, вы да, Кубу, зрителям да? хочу сказать. Вот ты спросил, как там Трамп, вот какая его стратегия, где он остановится, или все это хаотично. Вот я на этот вопрос хочу ответить. Ну как же это все хаотично? Почитайте, пожалуйста, официальную стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, презентованную командой Дональда Трампа. Там все написано. Вот такими буквами, вот с такими промежутками, да? Доктрина Монро 2.0. Две Америки наши. Точка. Здесь никто не будет летать. Точка. Мне по барабану международный порядок. Точка. Южная и Северная Америка мое. Точка. Нефть наша. Китая и России здесь не будет. Точка. Это я сейчас зачитал один из абзацев, да, стратегии национальной безопасности Дональда Трампа. Поэтому у него хаотичные интервью, но у него абсолютно как бы очень последовательные действия, которые готовят его спецслужбы, там армия, там агентство национальной безопасности и так далее. Он хаотичен, так сказать, все, хочу Гренландию, Дания, да, вот все, Мексика, Кубе приготовиться, пацаны, вы там что-то коммунисты, это вот, Иран и так далее. В этом некий хаос. А вообще все простроено очень системно. Плевать он хотел на международный порядок, он его строит заново, новый. Грустно смотреть на блеющую Европу, потому что Венесуэлу глотаем, Гренландию проглотить не хотим. Тут мы возмущаемся, тут мы аплодируем, тут мы рыбу заворачиваем, тут играем. Двойная мораль, отсутствие ценностей. Ну, Европа, ну вы давайте. Ну, это же одинаково. Хочу Гренландию и арест Мадуро. Это тотальное пренебрежение остатков и, значит, ну, какого-то международного, не то что права, ну, каких-то вообще правил, вообще, которые все-таки существовали в мире. И поэтому Трамп поставил себе вот такую цель и задачу до апреля месяца. Опять, я все время упираюсь в апрель. Еще раз повторю для зрителей, почему. В апреле, если ничего не сорвется, действия Дональда Трампа могут привести вообще к тому, что сорвется вообще его диалог в двух направлениях. Он еще так десяток судов русских арестует, и закончится их диалог с Москвой. Если он пойдет там дальше на Ближний Восток, Иран и так далее, и если права и интересы Китая вообще никак не будут соблюдены даже с венесуэльской точки зрения, то вообще может сорваться его встреча с Си Цзиньпином. Но если не сорвется, если это закулисная, так сказать, игра, то апрель месяц состоится главная встреча пятилетия. Вот я так. Главная встреча 25-30. Это встреча Трампа и Си Цзиньпина, которая должно, на мой взгляд, дать старт, ну, такого не де юра, а де факто формирования будущего многополярного мира, где Трамп хочет быть продолжением, так сказать, своей собственной доминанты, гегемонии и так далее. Поскольку Трампу осталось там около 3 лет, он это понимает, у него впереди вот есть год до выборов, и если он потеряет власть, если республиканцы потеряют власть
потеряют большинство в Палате представителей, то Трампу будет уже не до доктрин. А он сам честно признался, что если мы проиграем до выборов, то ему может грозить импичмент. Поэтому Трамп очень торопится. И вот до апреля, до встречи с Си Цзиньпином, он захочет решить вот эти вопросы, связанные с территориальными завоеваниями, где во главу угла стоит нефть. Я, знаете, почему аплодирую Дональду Трампу? Такого президента США, конечно, не знала никогда. Штаты всегда действовали так. Но они свои наступательные, такую агрессивную политику всегда оборачивали хоть в какую-то обертку. Демократия, ценности, свобода народу. А тут Трамп говорит, да все, ну нефть мне нужна венесуэльская, ресурсы мне нужны. Все, они наши, будут и так далее. То же самое он говорит про Гренландию. Там же, ну, про Гренландию, если захочешь поговорить, я интересную историю расскажу. Она очень интересная история с Гренландией. Там не только потому, что холодно. Там 8% мировых запасов редкоземельных металлов. Там маршруты северные, там логистика, там можно военные базы размещать, там связь с космосом. Ну, в смысле, очень правильные координаты для тех спутников и баз, которые стоят. И когда Трамп говорит, слушай, или мы туда зайдем, или Китай с Россией, я этого не допущу, значит, туда зайдем мы по-любому, ну, Трамп вот так говорит, по-любому. Не купим, значит, продадим. Не продадим, значит, военным путем. Не таким, так и. Он вообще ничего не стесняется. Хотя, поскольку эта территория сегодня, так сказать, курируется Дания страны НАТО, ну, даже на это Трамп как отвечает? Ну, посмотрим. Мы, мол, США больше нужны НАТО, чем НАТО нужно Ну, нам. он сегодня То есть сказал, он я вообще... спас. Я спас Да, я НАТО. спас там, От чего? спас НАТО, спас Данию. Он всех спасает. Но справедливости ради надо сказать, что история это началась между американцами. Американцы уже покупали у датчан территорию, значит, за 25 миллионов долларов. Индийская и датская Ост-Индская компания была продана американцами. Да? Виргинские острова Америка уже покупала. Да, в 1946 году американский Трумэн, господин, предлагал 100 миллионов датчанам уже там за Гренландию. Датчане там отказались. Сегодня назначен спецпредставитель, значит, Дональда Трампа по Гренландии, которая уже, так сказать, в чем там идет речь. Они пытаются найти юридическое обоснование, что Дания не права. Ну и там возвращаются к истокам создания ООН, что Гренландия была территорией вот такого статуса, а потом Дания якобы провела референдум переименно и изменила статус, а потом 53 год, а потом 54. Не хочу вдаваться в эту историю, но Трамп настроен серьезно. Более того, там нет Китая и России, это он немножко блефует. Китай и Россия, может, очень хотели бы там быть, но их там нету. Ни баз военных, ни эсминцев, ничего. Поэтому я даже не знаю, для чего Дональд Фредович как бы даже жонглирует этой историей. Ну, хотя как не знаю, знаю. Это для своего электората американского. У него очень большие проблемы внутри Америки. Колоссальные проблемы. Он пытается вот этой своей воинственностью, а сейчас ему кое-что удается, он, как знаете, серфингист, поймал волну. Ну, с Венесуэлой, ну, блестяще провел операцию. Ну, что тут скажешь, 3 часа и все. И целая страна с запасами нефти номер один, да, у тебя под ладонью. Конечно, его несет. И военно-промышленный комплекс доволен. И партия войны говорит, давай. А тут еще и суда он арестовывает в Мировом океане. И ему говорят, давай, надо и по Украине так, и с русскими так, и с этими так, и Китай надо выгонять, значит, с Латинской Америки, мол, нехрен им там быть, всем этим компаниям китайским и так далее. И посмотри, Саш, как бы что вот на реакцию мира, насколько сдержана позиция Китая, хотя ведь Китай потерял в Венесуэле больше, чем русские. Русские потеряли имидж политический, потому что, ну, все знали, Мадуро, Путин, да, вот все, мир, дружба, жвачка. Все знали, что Россия поставляла туда много оружия, а сейчас специалисты говорят, что С-300, ну, системы ПВО, Буки, даже не были подключены к радарам во время спецоперации американцев. То есть это о чем говорит? Об абсолютной, ну, как бы даже не знаю, то есть военные силы Венесуэлы вообще ни к чему были не готовы, там и коррупция, и предательство, и пофигизм, ну, не знаю. Но понятно, что это такая плюха политическая по Путину, России и так далее. А вот Китай потерял то, что можно посчитать.
Китай потерял огромные деньги и инвестиции, которые они вкладывали в венесуэльскую инфраструктуру, как бы в обмен на нефть, под гарантией Дмитрий, нефти и так далее. смотрите, тут же какая история. Да, Мы всегда и с вами в эфирах, и с другими аналитиками, которые геополитикой занимаются, они, в общем-то, ну или там как бы комментируют, изучают, в общем-то, сопоставляют факты. Но ведь правы же те люди, которые говорят, ну вот смотрите, откусил, например, Трамп у Венесуэлы у Китая. Ну то, что вы сейчас говорите. Но ведь, опять-таки, я вот вспоминаю Лукашенко, извините, не к ночи будет помянутый, он же выходит и говорит, ну смотрите, вот ты это сделал, так а дальше что? Вот следующий твой шаг. Вот геополитически, откусывая Венесуэлу от Китая, да, ну, как бы отсоединяя вот этот нефтяной шлюз или провод, или эту пуповину перерезая, он же толкает Россию и Китай к еще большему сотрудничеству. Теперь больше нефти будет переть непосредственно из России в Китай. Они будут дружней, они будут еще более спаянней. И ну, это вряд ли входит в задачи Трампа, даже несмотря на ту доктрину, которую вы привели в пример. Действительно, это так. Все соответствует доктрине, не спорю. Но вряд ли союз России и Китая на руку американцам, даже Трампу. отвечу. Лукашенко блефует, он знает ответ на этот вопрос, потому что он очень простой. Да, операция в Венесуэле и перерезание пуповины и экспорта венесуэльской нефти в Китае, как это ни парадоксально, дает некие возможности России. То есть политически они там потерпели поражение, но я объяснил почему, а экономически чуть-чуть могут выиграть, потому что, увеличится, наверное, увеличат свой экспорт в Китай нефти, да, чтобы заместить недостающую венесуэльскую нефть. И более того, Россия, может быть, даже у Китая выторговывает, значит, понижение, ну, сделать меньше скидку, как правильно, чуть увеличить цену, да? Да, это временная история. Но Саш Трамп же играет в геополитику, а это текущий момент, продажа нефти, покупка нефти. Российско-китайские отношения глубокие, да, союзнические, они строятся на другом. Ну, чуть больше нефти Россия продает, чуть меньше. Разные были времена, были и больше объемы, и меньше объемы. Нет. Поэтому Трамп знает, что он делает. Когда ты владеешь Венесуэлой, где первые запасы в мире нефти, ты будешь пытаться, ну, в смысле, ты Трамп, да? Трамп будет пытаться играть на понижение общей мировой цены на нефть в перспективе. Пока идут военные действия, ну, например, Иран, там сейчас идет такая предреволюционная ситуация. Понятно, что котировки нефти увеличиваются в цене. И краткосрочно опять можно сказать, ну вот, России выгодно, нефть повышается. Краткосрочно да. Битва же идет за нефтяные скважины. Битва идет за то, кто будет владеть глобальными запасами нефти. Что в Венесуэле, что в Иране, что это было в Ираке, везде. Так с конца 19 века. Кстати, не бывает вечной дружбы и вечной вражды. Вы знаете, например, друзья, что, ну, может, кто-то знает, кто-то не знает, что конец 19 века и начало 20 века, да, британцы и россияне, ну, Британия и Россия вместе были, оккупировали нынешнюю территорию Ирана и там начали разрабатывать там первые запасы нефти и так далее. И в 1907 году, значит, Британия и Россия там заключили даже некое соглашение, конвенцию и так далее, и так далее. А Иран это когда-то 5% мировой добычи нефти, когда-то 10% в 50-х, 70-х годах. Там сначала были партнеры бриты, американцы, Советский Союз. Ну, там, после Второй мировой там Советский Союз оккупировал. Потом чуть-чуть отодвинулся, туда зашли американцы, британцы. Тоже почему-то вот так случилось. Потом туда, так сказать, развитие западной цивилизации, там, иранские девушки в мини-юбках, западные автомобили, бары, кафе и так далее. А потом революция Хомейнии и вернулся, так сказать, исламизм и так далее. Пошли реформы, Хомейнии выгнал американские компании, национализировал все, требовал там, да, чтобы Иран получал, ну, свои 50 хотя бы процентов. Разные были периоды, но все одинаково. Иран, Ирак, Ливия, Венесуэла, нефть. Все остальное это политическая трескотня. Единственный президент США это Трамп, который честно говорит, да, нефть. Ну, понятно, нефть.
мне нужна нефть. И другие. А вот тут мне нужна Гренландия, потому что гонка с Китаем невозможна без редкоземельных металлов. Гренландия, Украина, где-то еще. Вот задача Трампа — это как можно больше приобрести разными способами тех территорий, откуда можно выкачивать, добывать и транспортировать. Логистика должна быть, транспортная логистика, цепочки должны быть построены, редкоземельные металлы, потому что литий — это нефть 21 века, это литий, к примеру. Не зря же американский миллиардер Лаудер, друг Трампа, там его компании выигрывают сейчас в Украине тендер на разработку там одного из крупнейших месторождений лития в Кировоградской области. То есть представляете себе, как по миру выискивают места, где есть эти редкоземы, литий, там, меди и все остальное. Ну вот и так, поэтому, А, Саш, он правильно для себя Смотрите, действует. ну тут Что же, касается Мексики, я не очень понимаю, что Трамп хочет от Мексики, вот честно. А Куба, ну это принципиальная история, да, то есть нечего тут у меня на границе строить коммунистический режим, я понимаю. А Мексика, ну тут вот у меня есть вопросы. Я не очень хорошо пока изучил подноготную вот этой ситуации. Че он до них докопался? ну Ну, это, знаете, как наркокартели, ну, да, смеются были, есть и в будут. Гренландии наркокартели эскимосов нашли, и Да, поэтому... А да, да, еще да. нефть, в общем, и так далее. Смотрите, давайте сфокусируемся сейчас на Иране. Минздрав Израиля, это вот новость последнего там, полчаса буквально назад появилась, рассылает по больницам инструкции с требованиями быть готовыми к быстрому переходу на режим чрезвычайной ситуации в рамках выводов, когда была 12-дневная война. То есть Нетаньяху бьет копытом. Об этом свидетельствует и последнее его заявление прошлых там 72 часов. Да, он выходил из интервью и, собственно, всячески говорит, что мы на низком старте, мы готовы ударить по Ирану. Обсуждали, ходили-рядили интервенцию, ну, конкретно, ввод войск, в том числе израильско, американских, может, опять начнут коалиции собирать, для того, чтобы помочь и поддержать протесты. С протестами, правда, заглохло, ну, то ли информация оттуда заглохла, то ли протесты заглохли, хотя вчера еще в Тегеране было людно, сжигают мечети, громят, крушат, поджигают флаги, в мире начинается флешмоб. Помните, когда был флешмоб, все были с палестинскими флагами, теперь флешмоб везде выдергивают флаг Исламской Республики и вешают вот этот, который со львом и солнышком, и мечом. Президент Ирана обратился, сегодня митинги в поддержку проправительственные. Короче, судя по всему, ну, как бы аятолла пока устоял. Ему помогли, конечно же, глушилки Старлинка, технология специфическая. Сейчас все думают, Россия или Китай подсобили. Но это позволило вот эти группы протестующих или там бунтарей разрядить и КСИРу подавить, потому что КСИР, ну, опять-таки, интернета нет 86 часов, да, может, даже больше, уже сейчас, на данную минуту. Только официальное сообщение. По официальным сообщениям все в порядке, все, остановитесь, иранцы услышали, остановились, и всячески как бы, ну, идет такой посыл, что к нам завезли. Это пришлые все тут бесчинствуют, а вы, молодые иранцы, не ведитесь, да, не поддавайтесь, если есть протест, давайте обсуждать, но это враги, все враги. Трамп берет паузу. По-моему, ну, вторник это завтра, а по нашему времени послезавтра он что-то должен, ну, в ближайшие сутки, да, по Ирану сказать. Хотя все поддерживают Иран и этот переворот. Если вот эта революция не удастся Америке, что это будет значить для региона? И готов ли будет Трамп вместе с Нетаньяху или руками Нетаньяху, ну, еще повоевать с Ираном? Там же какой ответ был? Ну, Хамини и так далее, да? Мы там накажем Трампа, фактически кричат с Ирана. Что-то, наверное, готовится умопомрачительное. Первое. Для того, чтобы ответить четко на вопрос, что будет дальше, нужно четко знать ответ на вопрос, как все началось. Понятно, что те лекала, которые мы видим,
Это нормальная, да, обычная история, да, цветных там революций на Ближнем Востоке. Все отработано, лекала одинаковые, технологии одинаковые. Да, борьба народа с ненавистными режимами за свободу, демократию и ценности. Это я понимаю все. Значит, это первое. Второе, поскольку там уже заполыхало, то Трамп вписался. Более того, я думаю, что его вписывает Нетаньяху, и мне кажется, это ошибка Трампа. Она ему может стоить политических баллов. Сейчас объясню, как бы почему. Хороший твой вопрос, кстати. А вот если не получится, что Трамп будет делать? Да ничего, съедет с темы и скажет, мы еще с вами разберемся, вы все равно плохие ребята. Он не пойдет туда военной сухопутной операции, и там, военно-воздушными силами не пойдет. Причин несколько. Первое, географическое. Ну, Иран это не Венесуэла, это не доктрина Монро, и как бы это далеко. Второе, Иран это не Венесуэла с точки зрения армии, с точки зрения подготовки, в том числе противовоздушной обороны и так далее. То есть жертвы будут. Если Трамп пойдет туда войной, жертвы будут. Пользуясь этим, товарищ Нетаньяху хочет заручиться поддержкой Трампа и выступить туда. Но это уже многолетняя, да, Израиль, Иран, это же вот нарыв, который он же все равно рано или поздно нарвет, да. Так товарищ Нетаньяху думает, почему бы не сейчас? То есть, если я туда пойду, но мне там дадут отпор, Трамп же придет меня спасать и выручать. Он, так сказать, втягивает Трампа в очень нехорошие вещи, на мой взгляд. Просто Дональд Фредович увидел, что там творится на улицах, и тоже поймал момент такой, а может быть вот сейчас можно будет скинуть Хаминеи и вернуть Иран к тому, о чем я рассказывал, 70-е годы там, 20 века, да, все, европеизация всего, за западные принципы, ценности и так далее, Кока-кола, рок-н-ролл, девушки, стрип-бары и так далее. Ну, я утрированно говорю. А самое главное, нефть, транснациональный. То есть, если пойдет Иран, то Дональд Трамп соберет опять нефтяные компании, как с Венесуэлой, ну и понеслась. Но здесь посложнее. Я уже сказал, география раз, иранская армия это не Венесуэла два, коррупция внутри окружения Хомейнии это все-таки не то, что вокруг Мадура, здесь пожестче. Ну и четвертый есть пункт, он звучит из моих уст так. Если Китай и Россия проиграют и здесь, и режим Хомейнии будет свергнут, но это геополитическое такая громадное будет поражение всего глобального юга, Китая, там, России и так далее. Американцы же рисовали такую, да, ось зла, да, Москва, Пекин, Тегеран. То есть Соединенные Штаты Америки рисуют эту доктрину такую, что вот он, триумвират зла. Да, значит, поэтому, ну вот так. Да, Дмитрий, у нас все в порядке. Можете продолжать сейчас что-то. Ну, в общем, все в порядке. Все наладилось, все Меня хорошо. было, меня было слышно? Вас было видно и слышно прекрасно. Это у меня. Все. Выделывается немножко техника в Поэтому, последнее время, да, да. поэтому я, чтобы не повторяться, раз меня было слышно, я объяснил свою позицию, почему Иран это не Венесуэла, не Куба там и не Гренландия, ну и тут как бы Китай и Россия. Но если они здесь проиграют и Трампу удастся забрать это все под себя, то все. Ближний Восток, Средняя Азия, Закавказье, ну, как бы будет тотальное доминирование Америки, поэтому Китай что-то должен делать. У России сейчас нет ресурсов там особо помогать Ирану, но так вместе с Китаем где-то как-то, не знаю какими механизмами, но Пекин, конечно, будет делать все, чтобы свернуть эту революцию. Что касается интернета, то это сильный шаг, потому что, Саш, мы же как бы по Киеву знаем, любые революционные протестные движения невозможны без хорошо работающего интернета, средств оповещения, связи и так далее. Если там отключается вся история со старлинками, ну, как бы, да, протестующим и их кураторам, которые наверняка есть, им как бы усложняется эта история и облегчается для режима Хомейнии, но там тоже ресурсы ограниченные. Это когда-то, ребята, я так доложу вам, в 1979 году, в 1979, когда революция Хамінеї, ну, того Хамінеї, так сказать, да, відбулася,
то первое, что сделал Иран, это создали и сформировали армию 20 миллионов человек. На секундочку себе. Армия 20 миллионов. Вот. Поэтому разные были периоды в истории Ирана, но главное это нефть. Кому достанется нефть? Вот и вся идеология. Знаешь, Саш, когда там украинские эксперты многие, вот, значит, радуются там, вот все, значит, раз Трамп, как бы там, да, Мадуро, диктатор и так далее, значит, ценности. Какие ценности? Причем здесь диктатор Мадуро? В Сирии тоже есть диктатор Аль-Шара, он приличный парень. Кстати, с диктатором Лукашенко у Трампа вот такие отношения. А все страны Персидского залива, все там наследные принцы, ну тоже не очень Да демократы. ладно вам, Дмитрий. Они хотят привести к Да, власти шаха. Шаха. Демократы приводят шаха. Ну, наследника, шаха, да? я понял, да. Это же Да, вообще не про шах, демократию. да, Ну и да. украинский, конечно, МИД радуется, да, Сибига как бы, ну, в общем, доволен, говорит, давайте, вжарьте по ним, всыпьте им. Но давайте будем откровенны. Сегодня Зеленский там проводил совещание, говорит, вот у нас там финальная стадия наших документов о гарантиях безопасности. Но Украина вообще сейчас как бы на задворках. Вообще там дело третье для американцев, для Трампа. Он единственное, что сегодня сказал в интервью Трамп, да, то есть, что у Зеленского нет карт, кроме как я, Дональд Трамп. Слушайте, а правда, что это карта под названием Дональд Трамп, не знаю, король, туз, валет, ну, дама вряд ли, сейчас в раскладе у Зеленского, это он так как бы подтверждает, что теперь эта карта в руках у Банковой, у Зеленского, или, ну, это очередная напыщенность, попытка унизить, и, соответственно, вот эти все надежды на какие-то гарантии, которые как бы по заявлению Зеленского вот уже 100% согласованы, и сейчас нужно только как бы согласие Соединенных Штатов Америки. Ну, их не будет. Это манера Дональда Трампа. Он себя считает не тузом, а флеш-роялем в одном лице. В Он кустах. все. Он, да, 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 А да. Зеленский очень Не, хорошо играет на рояле. не, Саш, не надо, пожалуйста, да. Значит, он себя считает флеш-роялем для всех, для Венесуэлы, для Украины, для Европы, для НАТО. Он всех спас, он всем готов, он всех готов обнять, он очень большой, он самый большой. Он главный на планете по миру, он главный на планете по войне, он просто главный на планете. Люди, которые уже изучили его манеру, не обращают особо внимания, потому что он меняет свое мнение виртуозно, эквилибристика такая словесная, от любви до ненависти, от того, что там он разочарован Путиным, до того, что он не разочарован Путиным, а потом он разочарован Владимиром Зеленским, а потом он не разочарован. Привыкли уже к Трампу. Но он видит себя, кстати, в чем-то же он прав. Ну, для Украины, Украина как государство сегодня, если Трамп официально скажет, что он там отваливает, ну, тяжко нам будет. Ни одна Европа не поможет, потому что они трусливые. А Европа боится не только орешников, Европа боится сама себя и даже двух случайно залетевших там в их воздушное пространство дронов. Европа трусливая, это ментально. Европа не готова воевать. Европа только не может признать, что никто из них не смог бы 4 года, как это сделала Украина, противостоять и противоставить себя, да, второй армии мира. Европа не может этого, она не умеет это, она боится. Она умеет только напыщенно надувать щеки и так далее. Сегодняшняя леволиберальная тусовка европейская, ее презирает Трамп, она глубоко отвратительна Трампу. Кстати, у них тут сходятся с русскими значит, мнения. Но Трамп понимает, что без них, ну, нам не выстоять. Этим шагом он призывает Владимира Зеленского тоже идти там на какие-то компромиссы, о которых мы не знаем. Я хочу для зрителей сказать одну очень важную вещь. Мы с вами не обратили внимания. Ноябрь-декабрь, и вот уже почти пол января, 2,5 месяца, 24/7, все друг с другом ведут переговорные процессы, многочасовые встречи, что-то прописывают, а мы с вами не знаем о чем. Никакой утечки информации от действующих лиц.
Мы все черпаем из так называемых средств массовой информации, которые все равно принадлежат определенным глобалистским силам. Вы ни слова не слышите от Уиткофа, от Кушнера, Не, от ну, Витков Дмитриева. сейчас попер заниматься Ираном. Это последняя новость. Не-не, я просто говорю, что ну вы представляете себе, сколько времени все провели друг с другом. Но они же не могут сутками разговаривать о судьбе Донбасса. Значит, там прописывается много разного всего. Мы не знаем, о чем идут переговорные процессы. Невозможно месяцами говорить, а где ж тут пройдет граница. Это нам так представляют. Значит, идет речь о каком-то глобальном соглашении. Как будет после войны? Что с деньгами? Восстановление Украины, свободная экономическая, значит, Донбасс, не Донбасс, кто куда, когда отходит и так далее. Какие гарантии безопасности? Какая судьба Запорожской АЭС? Что с нашей инфраструктурой, с нашими ресурсами? Как там контингент, не контингент? Что будет через 10 лет? Какие документы прописаны? Как Украина будет вмонтирована в общеевропейскую структуру? Я думаю, что там настолько много всего разного, и видно договорились не делиться информацией. Пока получается. Потому что ни один участник процесса, кстати, включая нашу делегацию, ни Умеров, ни сам Владимир Зеленский нюансов не раскрывает. Ну, общее понимание, да, мы подходим там к завершающей стадии по гарантиям безопасности. Вот европейских контингента там военного было бы классным условием для гарантии безопасности. Это мы выдаем свои желания, да, некие свои стремления. Но никто не говорит до конца, все-таки что ж там прописано, какие там вещи сегодня обсуждаются. Поэтому, да, очень сложно строить гипотезы, не заглядывая в эти документы. Ну хорошо, Ведь тогда смотри, давайте, Саш, давайте тогда да, подумаем, попробуем как бы разобраться из того, что есть. Вот вы говорите послевоенное. Мне кажется, что это абсолютно... Я понимаю, что многие испытывают надежду. Многим эта тема очень нравится, и они ее обсасывают с разных сторон. И, наверное, ну, я их не буду судить, это правда интересная история. Имеется в виду восстановление. Вот эти 800 миллиардов, да? Америка вроде как отморозилась, говорит, ничего не дадим, ну, как государство. Но вместе с этим Витков в Париже почему-то нам говорит о Блэк-Роке. Извините, большой начальник из BlackRock, его якобы, опять это сегодняшняя новость, его хочет ставить Трамп главой ФРС. То есть Трамп увязывает судьбу Украины с BlackRock. Значит, землю мы же продали при Зеленском до большой войны. Теперь подходит с 16 числа срок, когда включается множественное гражданство, плюс юридические компании. Короче, земля может переходить в собственность, украинская земля в собственность иностранных граждан. BlackRock – это инвесторы. Все инвесторы, групп, компания, которая собирает этих инвесторов, и они цинично зарабатывают деньги. То, что сейчас мы видим в экономике страны, меня немножко как бы смущает. Я не бог весь какой экономист, сложно здесь что-то комментировать, потому что, понятно, Украина воюет на чужие. Однако, по матчасти, золотовалютный запас, по данным НБУ, ого-го какой, только растет. А гривну искусственно сажают, потому что нужны деньги выплачивать внутри. То есть я не понимаю модель экономическую, которую нам... Ну, мы крохи информации имеем, я понимаю, да. Но что нам готовят, как пряник или такой кислый пряник после войны? да, рассказываю. Дональд Трамп не хочет тратить американские деньги, деньги американских налогоплательщиков, официальные, там, бюджетные, государственные деньги, ни на какое восстановление Украины. А есть BlackRock, это глобальная организация в мире, которая управляет 13,5 триллионами денег, которой управляет господин Финк на протяжении нескольких десятилетий. Это некий прообраз такого мирового экономического правительства, потому что инвестиционный фонд BlackRock является акционером в нескольких десятках тысяч компаний разных, мелких, крупных, любых, по всему миру, от Coca-Cola до General Motors, энергетика, металлургия, железная дорога, средства массовой информации, банки, фонды и так далее, и так далее. Есть три глобальных мировых фонда. Это BlackRock, это Vanguard и State Street. Поэтому, значит, это первое. Второе. BlackRock, поскольку я сказал, акционерами везде,
то и интересы у них есть везде. И в Украине, и в России, и на Ближнем Востоке, и в Европе, и так далее, и так далее. Ты эту махину не сдвинешь. Это те монстры, которые тебя поработят, и, проглотят и не поперхнутся. Ну вы же Трампы двигали приходят и... когда-то. Вы же двигали до Да, войны когда-то. Вы их жестко что? разносили в пух и прах. Так Блэк-Роки, я... Да, вот да. эти все Сейчас черти, которые ничего не заходят, получится. грабят Ничего не Украину. получится. Ничего не получится. Они занимаются бизнесом. Ничего не получится. Это чистый бизнес. Они заходят в страну, они скупают активы, подчеркиваю, скупают, они отбирают. У них очень такая достаточно агрессивная экономическая политика, и ты с ними ничего не сделаешь. Ну, слушайте, ребята, 13,5 триллионов. Трампы приходят и уходят, Ларри Финк на месте. Условно, да. Дело же не в Финке, он управляющий. Это то лицо, которое, так сказать, да, он управляет деньгами глобальных игроков мировых. Поэтому Трамп хочет договориться через Уиткофа с BlackRock, чтобы BlackRock зашел сюда, а для них найти 800 миллиардов на восстановление Украины там лет на 10, не бог весть какие громадные деньги, если сам BlackRock будет здесь курировать, вся прибыль идет к ним и так далее. Там ребята очень жесткие. Там, вот смотрите, друзья, вы заметили, например, что о BlackRock, о Ларри Финке и о Федеральной резервной системе Соединенных Штатов Америки вы практически никогда и нигде не прочтете ничего негативного. Ну, нигде в мировой прессе, ничего. Белые пушистые, инвестиционный фонд, BlackRock и так далее. Потому что все мировые, вот все, что мы читаем, вот они там все равно есть акционерами. А с ними сложно, друзья мои, это я к зрителям обращаюсь. Мне очень будет обидно за отечественный бизнес, за отечественных инвесторов, за украинских капиталистов, за украинские компании, на плечах которых выстояла Украина все эти 4 года войны. Их могут отодвигать, ну, потому что несравнимая вообще категория BlackRock, да, и украинский бизнес. А мы еще подписали ресурсную сделку с Америкой, мы же ее не читали. Там закрытая информация. Мы подписали что-то с бритами, мы тоже не читали. Мне кажется, Трамп пытается бритов здесь отодвинуть участием здесь BlackRock. Если твоя, Саша, информация сегодняшнего дня о том, что Ларри Финка как бы Трамп видит, Не значит, Ларри Финка, там есть у него зам по глобальным инвестициям. кто-то из замов. Не хочу рыться, Если, фамилию искать, да. да, ну неважно, то есть если Дональд Трамп договорился с BlackRock о том, что кто-то там из топ-менеджмента этого глобального фонда может возглавить ФРС, ты представляешь, какой это спрут пытается организовать Дональд Трамп? Это в высшей степени такая общемировая транснациональная лоббизм и коррупция. С BlackRock мы не справимся, они если заходят, то они заходят. Они намного сильнее, богаче, чем мы можем справиться. Что мы можем противоставить BlackRock? Ну, только попытаться на уровне государства выбить для себя как можно больше прав, какого-то партнерства. Но выгнать их, прогнать их, там, ставить им условия бесполезно. Они могут развернуться и уйти. Если BlackRock уйдет, мы не найдем больше таких денег. Кая Каллас денег не даст, у нее их нет, а у BlackRock они есть. Вот в этом отличие. Я же еще раз говорю, 3 фонда переплетены, они еще и акционеры друг в друге. BlackRock, Vanguard и State Street. Ну, на троих это 25 триллионов долларов в Дмитрий, ну управлении. вы же понимаете пикантность ситуации. Я знаю, вы не любите, когда я так делаю, но я вот специально, да, как бы, да, буду обострять. Тогда получается, война идет за собственность BlackRock, война идет за земли, то есть квадратные метры, поля, огороды, ну вот, по пахоту, за то, чтобы этим управляла BlackRock. Ну и, конечно, тут вы мне можете парировать, и тоже правильно сделаете, то есть и ракеты летят по объектам, которые тоже в будущем, да, вот в сумме вот этого залога. Абсолютно же меняется смысл и подход того, что сейчас происходит в Украине с точки зрения, почему никак не закончится. Ты вообще не обострил, ты сказал обычную правду человеческой сущности, человеческой истории. Те, кто воюют непосредственно, народы этих стран, воюют за себя, за своих детей, за родителей, за свою землю, за свою страну. Без пафоса, но это так. Украина воюет, на нее напали, Украина воюет за себя, за страну.
Все остальные воюют за свои интересы. Мировая политическая финансовая элита всегда и везде воюет за бабло. Банки, которые всегда раздавали кредиты и создавали революции, войны. Кто вообще провоцировал все войны? Первую мировую, вторую? Кто вырастил Гитлера? Кто давал ему деньги? А это же когда-то Ротшильды придумали мировую систему долга, мировую матрицу долга, да? То есть ты раздаешь кредиты, ты создаешь конфликт, раздаешь кредиты обоим сторонам, потом ты находишься с теми, кто выиграл, да, за кредиты ты получаешь влияние и так далее. Понятно, Саш. Соединенные Штаты, Бриты, BlackRock, любая другая корпорация, любая другая страна используют любую войну ради собственных, черт возьми, интересов. А наша от них зависимость, ну мы зависимы от них. Ну понятно, что мы без Запада, ну трудно было бы устоять 4 года. Через месяц пойдет 5-й год полномасштабной войны, аналог которого мир не знал с 1945 года. Да, мы зависимы от них. Да, они циничные, да, они будут пользоваться этим, да, они хотят сюда зайти и пользоваться украинскими ресурсами. Так они этого не скрывают. Они циничные. Это реал-политик. А мы что думали, что Соединенные Штаты или BlackRock воюют за счастье отдельно взятого гражданина Украины, Смотрите, что ли? тогда К сожалению, для давайте, нас. давайте на вот эту грешную землю, проданную BlackRock, давайте тоже тогда опустимся. И вот смотрите, сейчас же жуть какая-то идет в отношении войны, да, и войны в тылу. То есть ТЦК воюет с гражданскими людьми. Их запихивают в бусы, женщины цепляются в мужиков, рыдают. Это все по разным городам. Это мы с вами неоднократно обсуждали. Но тогда же, вот в чем же пикантность этой ситуации? Нам выходят официальные спикеры ТЦКшников и говорят, что 99% из тех, кто, ну, по бусификации, их в штурмовики отправляют. Дефицит пехоты. Все хотят быть дронами, поварами, дрончиками, поварами, вот этим всем. А вот тех, кого наловили, понятно, там жесткий отсев, там только треть плюс-минус что-то может, все как бы, да. Но тем не менее, их вот отправляют погибать. Получается, что эта система, она же абсолютно идиотская. В каком смысле идиотская? Смотрите, мы все говорим, и ну, пропаганда, именно военная пропаганда, говорит, что когда русским предлагают деньги за войну в Украине, ну, это типа вот бессилие, это, короче, плохо и так далее. Но так это какая-то Россия с каким-то вот таким, по сравнению со всем там, в кавычках, цивилизованным миром ВВП. Она платит эти деньги и находит желающих. А Украина, воюя за будущие проекты, давайте я не буду там, будущие проекты BlackRock, не может, получается, пересобрать вот эту мобилизацию. 3 дня назад эту тему ужаса, который происходит в украинских городах, скинули на нового главу офиса президента Буданова. Он собрал совещание и так далее. Многие политические аналитики четко и прямо утверждают, что это обнуление. Ну, вот был Буданов, глава разведки, достаточно успешный, ну, по меркам, да, он продержался с 22 года, по меркам Украины. И его, за его желание пойти в политику, как бы сбивают должностью. Некоторые прямо говорят, это понижение в должности во время войны. Тот и глава разведки, а тут там, ну, как секретарь президента, ну, имеется в виду, глава офиса президента. Но тема ТЦК отдан из СЗЧ, самое острое и болезненное, получается, спихиваются на него, чтобы минусовать его рейтинг. Справиться, не справиться. И вообще, нас ждут какие-то изменения вот в этом жутком, бьющем по украинцам вопросе? Первое. Сейчас к Буданову вернусь, не думай, что я собираюсь съехать. Первое. Саш, я категорически не согласен вот на тот акцент, который ты ставишь. Вот это вот борьба, воюет Украина, люди гибнут за интересы BlackRock. Специально формулируешь эту суть так, но это неправильно, да? Война всегда обязательно закончится, и эта война, и любые другие войны. И на восстановление территории это всегда бизнес. Какая разница, как он называется? BlackRock, Красная Розочка, отечественный бизнес. Это всегда деньги. На восстановление территории зарабатываются деньги. Кто зарабатывает деньги? Ну, кто может. А кто может? Ну, кто кого там плечами, значит, это вот. Поэтому BlackRock здесь не виноват.
Оставьте в покое BlackRock. Более того, если BlackRock найдет деньги, сотни миллиардов на восстановление Украины, ну что, он бесплатно должен это дать? Ну понятно, что они в доле в этом всем восстановлении, там будут участвовать их компании, которые будут зарабатывать деньги. Наша задача, чтобы восстановили Украину. Это первое. Второе. BlackRock не виноват в нашей войне, поэтому мы тоже не должны их обвинять в том, что идет война. BlackRock давно уже реализовал свои проекты, если бы не война. Они давно зашли в Украину, они давно зашли в Подождите, Россию и подождите. так далее. Вы выступали против BlackRock всю жизнь. Я выступал не против BlackRock, я выступал всегда против грантовских организаций, так условных Соросят, USAID и так далее, и так далее. И я выступал против монополии, в мирное, кстати, время довоенное, я выступал против монополии входа в Украину на таких льготных условиях вот таких транснациональных корпораций. Я всегда говорил, что Украина должна быть равноправным партнером в любом бизнесе. Вот Да. что я А говорил. BlackRock, Да, ну, я и сейчас это повторяю. Мы должны отстоять от себя равноправное партнерство в будущем бизнесе. Что из этого получится, Саш, посмотрим. Это первое. Теперь как бы офис президента, ну там ТЦК, Буданов и так далее. Ну про ТЦК все, я уже все всем сказал. Помимо того, что там нечеловеческие условия отношения к людям, такого нет как бы нигде. Там еще и тотальная коррупция. Говорю не из пустых слов, у меня 3 знакомых сейчас. Все мне прям рассказали прям в цифрах. Как там все устроено по вертикали, по горизонтали, бегунки бегут. Там одного товарища, ну знакомый мой, его дважды за 1,5 месяца брали. Брали, да? Как, да, один раз на мойке, второй раз он подъезжая к работе. Причем 2 раза он попадал в разные районные ТЦК города Одессы. Да. И цифры знаю, и, так сказать, какие предложения были и так далее. Есть еще один знакомый в Николаеве, там оформляет себе какие-то там документы. В общем, ну и пообщайтесь, пожалуйста, с любым риэлтором. Он вам скажет, кто сейчас скупает квартиры, дома, участки, картины, магазины, помещения. Да, в любой сейчас зайди, там ТЦК, их друзья и так далее. Они вообще деньги не считают. Теперь Буданов. Ну, зрители канала Шелеста знают мое давнее отношение к Кириллу Буданову. Да, и до того, и вместо того, как угодно. Мне очень легко говорить. Мы знакомы много лет, я его знаю с 2020 года. И, конечно, мне сейчас так смешно наблюдать за реакцией многих-многих людей, которые пишут что-то такое. Раньше они писали, значит, это была команда на Андрея Ермака, сейчас они пишут все те же слова, правда, значит, Буданова. Кстати, зря списывают со счетов Андрея Ермака, он никуда не ушел. Он ушел с этой должности по требованию наших, так сказать, глобалистов, но он не ушел от процесса управления какими-то вопросами. И самое главное, отношения Ермака и Зеленского, они же никуда не рухнули, они не могут рухнуть. Кстати, 1,5 месяца прошло с обыска у Ермака, подозры нет, обвинений нет, ничего нет. ну, Тем самым НАБУ еще... Да, проводителя рассказали, да. у водителя провели обыск. Надо у собаки провести обыск в будке собачьей. Но только не сейчас, месяцев через 6. Глядишь, что и найдут. Ну, смешно, смешно. Прошло 1,5 месяца, проводят обыск у водителя. Интересно, что хотят найти? Ну, Наверное, значит, блокнот. подождите, ну, значит, замяли. Нам не показали пленки, на которых голос Я не Ермака, знаю, кто замял. хотя Но если утверждали, замяли, есть. если нам не показали пленки и замяли, то НАБУ надо гнать. Если они устраивают эти спектакли. Значит, это был политический заказ, целью которого была не борьба с коррупцией, а отстранение Ермака от должности, о чем я, Дмитрий Спивак, говорил на всех эфирах, да, и в меня кидали тапочками. Я говорил, что НАБУС не борется у нас с коррупцией, никогда не боролась с 2015 года. Соединенные Штаты организовали нам НАБУ, САП, НАЗК и ВАКС не для этого, не для борьбы с коррупцией, да, а для контроля над всей ситуацией. Поэтому задача Порошенко, Голоса, Сороса и всех этих структур была отстранение Ермака от власти, попытка, так сказать, вот эту вертикаль президента немножко ослабить и взять власть в парламенте. Такая у них была задача. Немножко из этого не получилось то, что они хотели. Теперь про Кирилла Буданова. Я читал эту историю, которую пишут, вот он обнулил свой рейтинг, зачем он пошел. Как можно делать выводы, если вы не знаете условия задач? Вот вы знаете, каким образом Кирилл Буданов
согласился на эту должность. Какие диалоги он вел с президентом Владимиром Зеленским, какие аргументы находил президент Зеленский в диалоге с Будановым. Какова роль здесь Соединенных Штатов Америки, почему именно сейчас? Ведь сейчас для Украины главный тренд – это тройные переговоры. Украина, Европа, Украина, Америка и, мы же все-таки надеемся, в будущем Украина, Россия. Так вот, Буданов единственный ключевой игрок, кто может одновременно говорить с Америкой и с Россией. Доказываю. Ну, про Америку понятно. На посту главы ГУРа понятно, что он имел серьезную коммуникацию с американскими спецслужбами, ну, по своей работе. А по поводу России именно ГУР занимался обменом пленных. Обменом пленных невозможно заниматься, если у тебя нет отлаженного тоненького механизма вот этой коммуникации с спецслужбами. Война войной. В любых военных конфликтах всегда разведсообщества имеют коммуникацию друг с другом. Значит, с Будановым готовы говорить в Европе, готовы говорить в Америке. Ну и, судя по всему, есть как бы, да, какая-то коммуникация с Россией. Значит, Буданов пошел на этот участок, и, наверное, есть задача привести эту историю к мирному соглашению. Теперь про рейтинг. Буданов давал прогноз, что к середине февраля может быть перемирие. Он первый раз сейчас участвовал в переговорном процессе в Париже. Он сказал, что многое согласовано, но не все можно озвучивать. Мне сложно. Я же 10 минут тому назад сказал, что мы черпаем очень такую, стараемся находить информацию, но очень трудно. И самое главное, чтобы мы, так сказать, не велись на вбросы. Я не знаю, о чем он говорит. Хорошо, но, ТЦК, судя да. по... И задачи, вот, которые, да. ТЦК и рейтинги. Да, послушай, если бы Кирилла Буданова интересовал, я так думаю, я после назначения с ним еще не разговаривал. Я не знаю, для меня это тоже неожиданность, как и для любого человека. 2 января вдруг такая история. Но я считаю, что это сильный ход президента, если он убедил Кирилла Буданова. Это военный человек внутри гражданской структуры. Это в поствоенное время очень непростое, когда вернутся военные. Это серьезный такой, да, плацдарм. Потому что Буданов пользуется авторитетом и уважением в армии среди спецслужб. Это человек, который сможет удержать какую-то ситуацию, если она начнет выходить из-под контроля. Он очень жесткий руководитель, но талантливый руководитель, раз он построил вот такую структуру ГУР, признанную во всем мире. А ТЦК, ну да, он обязан этим заниматься. Или он сможет что-то сделать с точки зрения вот, коррупции, остановить вообще этот беспредел. Ну или нет, посмотрим, я тоже не знаю. Давайте подождем пару месяцев и вернемся к этой дискуссии. А если бы его интересовал сиюминутный его рейтинг на сейчас, наверное, он бы не пошел на это. Но если в этой истории принимают участие глобальные наши, так сказать, визави и партнеры западные, плюс Буданов же никогда не скрывал, что он в команде президента, да? В самые непростые даже моменты. Ни одним словом он никогда не скрывал, что он, как глава ГУР, ну, есть часть общей команды, у которой есть верховный главнокомандующий. Значит, у них же есть отношения многолетние. Так вот, я бы сейчас внимательно понаблюдал бы вот за этим триумвиратом. Президент Владимир Зеленский, глава офиса президента Кирилл Буданов и вот Андрей Ермак, который не имеет, да, какой-то там сейчас должности, но Стив Уитков и Джерард Кушнер тоже не имеют должности. Поэтому вот будем считать, что Ермак это спецпредставитель президента Зеленского, ну, по каким-то направлениям, которые он ему поручает. По ТЦК я был бы рад, если бы Кириллу Буданову хоть что-то удалось бы приостановить с точки зрения коррупции. Это потрясающе. Поживем, увидим. Это потрясающе. Спецпредставитель президента внутри. Не снаружи, неважно, а внутри. Это право понимаете? президента, неважно, внутри, на Марсе. Спецпредставителем можно президента стать Вы знаете, по Ирану. А Миндич Вот тогда смотри. тоже давайте считать, что был спецпредставителем президента внутри. Смотри. По Нет, Миндичу выдвинуто обвинение. подождите, я По серьезно сейчас. Миндичу. Он как друг президента коммуницировал и склонял, говорит нам, НАБУ, к коррупции Умерова и всех остальных. И министров, за которых повносили залоги, и никто Кто не говорит знает нам? где. Кто говорит НАБУ нам? нам говорит.
Как Плен, говорит и... пленки Ну, нам говори. говорят. Подождите, все, Не. никто не сидит. Всех быстренько там лишили гражданства, выпустили со страны, Кому все вопросы? хорошо. Понимаете? Вопросы к кому? Вот спецпредставители, понимаете? Кому Кумовство вопросы? и Что? Да я не могу никак спецпредставительство, понять. понимаете? Саш, ответьте на вопрос. Кому вопросы, что никто не сидит, никому не выдвинуто подозрение? Вопросы к кому? К НАБУ, правильно? Так что ж ты их задаешь мне или кому-то еще? К НАБУ. Вопросы к НАБУ. Почему вы не доводите дела до хоть до какого-то, до какого-то конца? Это первое. Я был поражен, если честно, и это все сейчас гудят, вы тоже, наверное, видели эту информацию, вот мы в контексте ТЦК, чтобы не пройти, не упустить этот момент, когда политтехнологов и штатных пропагандистов Банковой, Петрова и А, Иванова да. нашли у них бронь. Петров, значит, информационной деятельностью на кладбище занимается мемориальным, а Иванов под бронью предприятие, которое, кстати, по Энергоатому и с тем же Миндичем, вышеупомянутым, в общем, имело тендеры, имело экономические отношения. То есть это же просто потрясающая история. То есть они... Скажи мне, сейчас, Саш, я понял, не, ну все это прочитали. Скажи мне, а что вы так удивляете? А вы считали, что у них нет брони? А Ну вы не от считали, что кладбища вся же. элита наша... Ну, это другое дело, смешно, да. Это грустно, смешно. Вот это вот бронь от кладбища, это вот, знаешь, это, ну как это сказать, это апофиги, это апофиг, как это сказать, это слово апофиги, Апофеоз. не апофигизм, апофеоз, да. Это вот апофеоз беспредела такого. Но вы что, сомневались, что они все с бронью? Все дети, племянники, сыновья, правильные журналисты, так сказать, да, по прокурору. Ну, поедьте в Буковель, ну там все. Еще раз, друзья, поедьте в Буковель. Буковель новогодний – это лакмусовая бумажка вот этого раскола в обществе. Все животные равны, но есть равны. Там все с документами. Вы что думаете, туда едут без документов на страх свой риск? У всех есть документы, бронь, не бронь. Инвалидов там, наверное, очень много. Обычно инвалидам прописывают лыжный спорт, как вы понимаете, да, и так далее. Поэтому, да, я читал эту историю, но я хочу все-таки фразу одну. Вот почему мы считаем, что у Дональда Трампа могут быть его порученцы, спец его представителей, и он им может поручать какие-то вещи. Господин Уитков, полети в Иран, решай там задачу. Кушнер, ты там давай по бизнесу вырули там с Израилем, с поставками там и так далее. У них же нет должностей. И за них же не голосовал американский народ. У них нет полномочий. Единственное полномочие, которое у них есть, это то, что им поручает Дональд Трамп. И, кстати, они действуют от имени Трампа. Ну, вот Знаете, так и Андрей Ермак действует от имени знаете, Дмитрий, президента Зеленского. конечно, Все, это потрясающая история. я так думаю. Начало года размазано международное право, выплюнуто и растоптано, Да, и это правда. принципы государственного управления точно так же. Ну, вот точно так же. Понимаете? Только понятно, что это не в начало года, это давно так, но вот вскрывается, имеется в виду, вскрываются эти маски, Дональд Трамп, срываются. Дональд Трамп своими действиями открыл ящик Пандоры. Я думаю, что это будет иметь большие последствия для мира. Если его продолжит нести, вот так, нести, то я прогнозирую прилет черного лебедя в середине этого года, или он должен остановиться. Потому что так открыто вести захватническую даже риторику, ну, как бы, да, это, я думаю, меня вот одна вещь смущает, я пока не могу найти ответа на этот вопрос. Почему настолько тих голос Китая? То ли это философия восточная, мы себе все пишем, все видим, ждем удобного случая, потом жахнем и все то же самое сделаем с Тайванем. Кстати, мой прогноз даю, вот запишите. Говорю сейчас, я Дмитрий Спивак, 12 января 2026 года. Мой прогноз, 28, что судьба Тайваня предопределена, и что США это тоже знают в среднесрочной перспективе. Поэтому все, что связано с производством чипов и со всеми этими цепочками, сейчас США занимается этим, чтобы не так зависеть от этого острова. И мой прогноз такой, на рубеже 28-29 Китай решит вопрос с Тайванем. Каким способом, не знаю, там, экономическим, военным, не знаю. 28-29. Вот такой мой прогноз.
Да, значит, по поводу прилетов, что летело в Одессе, вот уже официально подтвердили за время нашего эфира. Власть подтвердила, одесская облгосадминистрация, что дрон попал в танкер под флагом Панамы. Значит, также произошла атака на судно под флагом Сан-Марино. Панамский дрон маслом пытался загрузиться, один человек ранен, а Сан-Марино, который флаг, выходил из порта с грузом кукурузы. В общем, как бы продолжается вот эта вся, скажем Я, так, знаешь, история. могу прокомментировать. Для неодесситов скажу, что порт в Одессе, ну так, как бы, да, сначала возник порт, вокруг него построена Одесса. Ну, такая краткая история. Порт находится в центре города, в самом центре города. Кстати, не только в Одессе, а вот в Большой Одессе там другие порты, не буду называть, они тоже находятся в центре городов. Представляете себе, какая опасность, вот, когда летит? Понятно, что летит в порт частенько, особенно сейчас. Но вот у меня есть один вопрос. Русским, бравым солдатам. Если вас оскорбил Трамп, и что-то там сделал с вашими танкерами, вы не хотели бы ответить туда? Ну, А с чего я вы не взяли, знаю. что это идет ответ по Трампу? Я просто, Я смотрите, не знаю, что это я ответ вчера, идет. я вчера был в шоке, когда Сюмар Порошенковка написала колонку, где-то «Новое время», ну, какое-то их издание вот это, говорит, беспомощный орешник Путин запустил по Львовской области в поле, то есть никуда ничего не попал, запустил орешник, чтобы ответить за танкеры. Я сижу, думаю, ё-моё, вот это уровень аналитики, простите, пожалуйста. Вызовите для Сюмар, значит, нашу, как ее, значит, господи, Ульяну, по отчеству не Супрун, помню, да. Супрун. Ну, про Сюмар давайте я два слова зрителям. Сюмар – это Порошенко, Порошенко – это Залужный. Да, эта партия выстраивается, так сказать, им нужно, они себе действуют в своем ракурсе. Можно я не буду комментировать, Саш, слова Сюмар? Да, это, ну, неинтересно. Но просто я говорю о том, что если у вас там угроза НАТО, чего вы не хотите повоевать с НАТО? Там, что ж вы по Украине? Да. Ну ладно, это такое дело. И то, что сегодня вот ты прочитал, я ж с тобой в эфире, у меня нет возможности было читать новости, но ты сейчас сказал. Значит, раз есть попадание по двум судам в акватории нашего порта, то я понимаю цель. Цель, значит, ограничить экспорт-импорт, а может быть и остановить его, потому что страховые компании, ну и так далее, и так далее. То есть понятно, что экспорт и импорт товаров через Одесский порт сейчас будет сокращен. Это влияет и на экономику, и на контракты, и так далее, и так далее. Ну тут все понятно. Украинские спецслужбы бьют по портам и объектам нефтеперерабатывающего комплекса России. Россия отвечает, ну то есть тут все понятно. Поэтому же я и говорю, на фронте надо заканчивать эту историю, надо искать этот мирный алгоритм, надо останавливать эту войну, потому что это ну, какая-то глобальная трагедия, которая ведет трагедия к бессмысленности, бессмысленность к трагедии. Каждый день гибнут люди, каждый день разрушается история. Ничего ж глобально не меняется. Ну, что меняется глобально? Слушайте, Что ну, России не хватает со своей интересный, территории? Им нужен что еще? Им нужен, я не знаю, что им, Мирноград им нужен, Купенск им нужен. Для их счастья полного им не хватает этой территории. Это, к сожалению, чуть-чуть, если бы Европа была бы помощнее, посильнее, или лидеры бы, если бы европейские были бы чуть-чуть потяжеловесней, может быть, было бы легче найти какой-то алгоритм. Но я надеюсь, все равно, вот январь, февраль, март, что будет выход на какую-то финишную прямую. Так, Посмотрим, значит, как оно будет интересные итоги сложиться. опроса у нас. Как вы думаете, где США проведет ближайшую военную спецоперацию? 19%, 10% Мексика, 19% Куба, 33% Гренландия, то есть не обойдется без военных, и 38 Иран, хотя вроде как все гасят в Иране, да, ну и Витков подключается, но все равно думают, что без войны в Иране, без этой войнушки не обойдется. Уже очень грозные заявления звучат сейчас из Тегерана и в адрес Америки, Израиля, и, в общем, судя по всему, там уже не будет такой простой прогулки, как в Венесуэле. Как вопрос твой звучал, Саш? Вопрос звучал, где ближайшая спецоперация военная?
Трампа. Трампа, ну, Да, да. американская, да? Все-таки Иран Мгм. побеждает. Иран и Гренландия. Интересно, друзья. Друзья, спасибо за то, что проголосовали. Значит, давайте к вопросам от нашей многоуважаемой аудитории. Значит, поехали. Сообщество YouTube давайте подключим, и потом чат трансляции. Значит, по сообществу. Значит, как вы прокомментируете, после прихода Трампа все считали, что он сосредоточится на внутренней политике США, уменьшит внешнюю агрессию государства. Почему вдруг мы видим теперь все в точности да наоборот? Ну, трудно мне, друзья, сказать и залезть в голову Дональду Фредовичу, этого не удается никому, даже в его окружении. Ну, он такой человек, да, эксцентричный, самодовольный, нарциссизм такой политический. Но дело все в том, что очень трудно добиться результатов во внутренней политике Соединенных Штатов Америки. Значит, надо в борьбе с демократами, в борьбе с глобалистами, надо демонстрировать что-то глобальное. А Дональд Трамп попытался в первые 3-4 месяца какими-то мирными путями там все утихомирить и сказать мир, дружба, жвачка. Мир как-то не отреагировал, потому что мир меняется. Да, есть БРИКС, есть Китай, есть глобальный Восток, есть, так сказать, рухнувший мировой порядок и так далее. И тогда Дональд Трамп вот выдал эту стратегию национальной безопасности и понял, что между однополярным миром и будущим формированием многополярного мира есть 3-4 года. Задача США, так сказать, забрать как можно больше. И пошла, так сказать, вот такая позиция на четкое применение доктрины Монро, да, в его нынешнем понимании. А просто риторика у Дональда Трампа очень такая эксцентрично театрализованная и жесткая. Не всегда его риторика соответствует его мысли. Они не зайдут войсками, американскими войсками, вот так прям в тупую в Гренландию или в Иран. Это проигрышная будет ситуация. Какая-то спецоперация вполне возможна. Но вот и все, ничего не изменилось. У них выборы. Угу. И задача Трампа продемонстрировать американскому среднестатистическому избирателю, насколько он, Дональд Трамп, делает Америку, да, great American again. Да, извините. Ну, вот так я думаю. Я ж не... Я думаю, что вокруг него есть политтехнологи, есть консультанты, есть люди, которые пишут стратегию Дональду Трампу. Его стратегия – это борьба с глобализмом и мировым левачеством. Его стратегия рассчитана на 12 лет. 4 года он и 8 лет Джей Ди Венс. Я условный Джей Ди Венс. Но его стратегия рассчитана на 12 лет. Приход новых цифровых денег, приход нового бизнеса, нового капитала, отход старых денег, а старые деньги сопротивляются. Вот сегодня такое глобальное столкновение левого либерального левачества и правоконсервативных сил, которые представляют там МАГА, Дональда Трампа и так далее. Так, значит, вот такой вопрос. Продолжение, кстати, темы. Дмитрий, ваш тезка задает. Как думаете, заявление Трампа о незаконной оккупации Дании и Гренландии означает начало передела нового мира? Америка специально призывала европейские страны отдавать свое оружие Украине, чтобы потом захватить без боя Гренландию, которую охраняют две собачьи упряжки. А Дания передала почти Вообще, все свое оружие Украине. ребят, ну не смешите мои тапочки. Это вообще две не связанных темы. Значит, призыв к Европе отдавать, помогать Украине оружием заключается исключительно из бизнесовых соображений, потому что Европа должна покупать оружие где правильно? В США. Значит, работает ВПК, Штаты зарабатывают деньги. Это одно направление. Второе. Какая Европа? С кем они будут воевать? С Соединенными Штатами Америки Европа будет воевать за Гренландию? Даже если бы у них было оружие. Ну, о чем вы говорите? Вообще несопоставимая вещь. 900 миллиардов бюджет военный американский. Это совокупный военный бюджет Китая, России, Германии и Франции вместе взятых. Поэтому нет. Гренландия это одно дело, а поставки оружия в Украину это другое дело. Гренландия это геополитика и будущая экономика. А в поставке это чисто ничего личного, только бизнес. Трамп сказал, хотите помогать, покупайте оружие, помогайте. А мы будем для Америки зарабатывать деньги. Ну вот и все. Что Толь- касается юридического вопроса, мне сложно, друзья, ответить, надо садиться. Вы же задаете юридический вопрос.
Я не имею права на него ответить вот так. У нас садиться, брать тома документов, изучать все очень скрупулезно. Дания, Гренландия, когда, какие соглашения Организации Объединенных Наций, что там, декларация. Ну, надо изучать этот вопрос. Оно вам надо. Дональд Трамп сейчас все без всякой юриспруденции, да. Дмитрий, скажите, Россия целенаправленно уничтожает энергоструктуру Украины. Вы, как одессит, видя страдания ваших горожан, насколько хватит терпения молча терпеть или нам бы ночь продержаться и день простоять? Есть ли другой выход? Ну, мы можем выйти покричать. Что вы имеете в виду? Вот сколько мы будем, что нам делать? Вы скажите, что, и посоветуемся с вами. Что у вас какой-то вопрос риторический. Что мы должны сделать? Ну, чтобы вот по нам перестали бить, чтобы мы сидели в тепле со светом, чтобы дети в школах не боялись и в подвалах не нах. Ну, что нам надо сделать? Скажите. Потому что я так не понимаю Так у вас такого вопроса. спрашивают. Ну, Ну, я не знаю, что нам надо сделать. Ну, давайте выйдем, покричим вместе. Я и вы. Нас будет двое. Можем Шелеста пригласить. Будет трое. мгм. Вы спрашиваете, что нам надо сделать, чтобы что? Я вот в вашем вопросе не Ну вот услышал, смотрите, чтобы идет, что. и насколько я понял вопрос, да, идет Да. такое принуждение, и чтобы народ потребовал уступок, мира. Сегодня ж Кулеба, среди прочего, с лопатой, он же говорит, что в принципе я поездил по стране, посмотрел и говорит, да нахрен нам эти все территории, бог с ними, там давайте уже заканчивать. И на эти настроения, собственно, должен быть какой-то отклик власти, или менять власть на ту, которая услышит народ, который... вот супермаркеты в Киеве закрываются сегодня, там Я показали думаю, что фотографии и все остальное. если вы об этом, то настроения в обществе меняются, безусловно. Но никто не хочет вслух говорить там о каких-то моментах, связанных с переговорным процессом. Но любая социология вам покажет, что большая половина здравомыслящих людей, конечно, за мир, за какие-то компромиссы и так далее. Поэтому потихоньку идет прогрев общественного мнения, это тоже нормально. Но что должны обычные люди? Вот просто обычно среднестатистические люди. Они что должны сделать? Куда-то выйти должны, что-то прокричать они должны. Что они должны сделать? Чтобы, так сказать, да, полить. Ведь, смотрите, друзья, никогда еще народы не начинали и не заканчивали войны. Запомните это. Начинают и заканчивают войны политики, правители, политические режимы. Вот так устроено. Гибнут представители народа. А вот начинают и заканчивают войны политические элиты. Народы войны закончить не могут. Мгм. Так, значит... э, Здравствуйте, Что-то у вас да, пауза. я не понял просто вопрос. Здравствуйте, вы говорите, что Россия не может требовать выхода из Донбасса, не заняв его, это логично. А ВСУ тоже ведь не заняли Энергодар, Кинбургскую косу, часть Левобережья. Так какая тогда АЭС и выход по Днепру в Черное море, о которых говорит Зеленский? А вы сейчас перечислили, молодой человек, территории российские или украинские? Что-то не понял. Нет, тут имеется в Ну, все, что вы виду... перечисляете. Понятно, что это украинские То есть территории. Украина не имеет права требовать освобождения собственной территории, которую оккупировал агрессор? Ну, то есть, Вы как бы тут же... сравниваете это с тем, что агрессор требует от Украины выйти с нашей территории остальной? Вы это ставите на вот Ну, имеется три в виду, что точки. силой, да, силой, кто чего Даже добился силой. дискутировать, Тут, понимаете, тут такой, даже наверное, контекст. дискутировать не могу. Тут же контекст, кто чего добился силой. И вообще, конечно, действительно, ну, удивительно, как в этих торгах Я в шоке. американцы всплыли с Запорожской атомной. Вот. А, Почему удивительно? Ну, удивительно. Американцы будут всплывать везде, где есть интерес экономический. АЭС, энергетика, это интересно, и политика, и можно и здесь быть как бы в такой посреднической функции, и в ресурсах можно быть в посреднической функции. Американцы занимаются своими продвижением собственных интересов. Вот и все. Мы же без них не сможем решить вопрос АЭС. Поэтому вот они говорят, ребята, вы нас зовете, мы к вам идем. Что вы хотите от американцев? Они всегда такие были. Так, заглянем в чат трансляции. Для чего США военный бюджет $1,5 триллиона? Как вы Ну, думаете?
Это Трамп как бы, ну, он нагнетает обстановку миру, демонстрирует силу, мускулы. Я же говорил 5 минут назад, идет передел мира, и он демонстрирует тем, с кем он планирует, что смотрите, у нас сейчас уже 900 ярдов, а 27 год уже будет 1,5 триллиона. Заберем, кто там, кто против, кто за, кто против, разбежались на первый, второй, рассчитали. Демонстрация могущества, демонстрация силы. Что из этого получится, давайте не торопиться. Абсолютно не факт, что 27 год будет 1,5 триллиона, тем более. А если демократы победят на довыборах, то ни одна инициатива Трампа не пройдет через Конгресс. Это первое. Но даже нынешних 903 миллиардов, еще раз вам, давайте, еще раз, медленно скажу. Нынешний военный бюджет Соединенных Штатов Америки больше, чем совокупный оборонный бюджет Китай, Россия, Германия и, по-моему, Франция. Совокупный. Американский бюджет больше. Поэтому и 1,5 триллиона не надо. 900 ярдов. В России, по-моему, ну если я то есть, могу ошибиться, около 200. Да, 187, что-то такое. И в Китае что-то там под 250-300. В Германии там вообще не об этом идет речь, и во Франции. Не об этих цифрах. Мгм. Если блокировать базы США в Европе, то как она сможет воевать в Европе? На лодках поплывут? Вам нужно взять Каю Каллас, партнера, и вдвоем пойти блокировать военные базы американские в Европе. Если у вас получится, Ну, это, кстати, интересно. А респект. если они уйдут из Европы? Это же об этом четко говорилось. Полностью не уйдут, но Дональд Трамп демонстрирует, что он демонстрирует. Он унижает Европу тем, что он им все время показывает: вы без меня никто, вас без меня растопчут. Если я выведу часть своих войск, вы без меня никто. Потому что вы энергетически зависимы от меня, потому что вы подписали соглашение на плохих условиях и так далее. Что касается военно-морских сил, то это признанный факт. Нравится это кому-то или нет, это знают и в России, и в Китае, и в Британии, что до сих пор военно-морской флот Соединенных Штатов Америки номер один в мире. Они способны делать блокаду не только Венесуэлы. Китай это знает, поэтому наращивает программы по количеству кораблей, там, по мощи военно-морских сил и так далее. Америка пока номер один, она владеет мировым океаном. На сегодняшний день до сих пор. Мгм. Значит, вот такой вопрос из чата, пожалуйста. Дмитрию вопрос. Ваш прогноз по Кубе. Отдаст Россия Кубу Трампу? Россия же не отдала Сирию, Асада, Венесуэлу, Мадуро. А что Россия сделает? Я вот просто вам вопрос, и он сейчас зависнет в воздухе. А что Россия сделает? Воевать будет с Америкой? Так сил нету, ресурсов нет. Смогут договориться, окей. Не смогут договориться, значит, там поменяют правительство. Ну, Россия что может сделать? Вы когда-нибудь, когда задаете вопросы, вы сами себе же можете на него ответить. Он же легкий вопрос. Раньше был мировой порядок. Раньше была договоренность, в том числе по Кубе. Ну, вот существовала договоренность, мы туда не лезем, вы их не трогаем, вот оно себе так. Сейчас мировой порядок не работает, правила не работают, да, международное право не работает, договоренности предыдущих нет. Значит, сегодня создается платформа для будущих договоренностей. Все аннулировано, все обнулено. Военным путем, что ли, Россия даст или не даст? Вы о чем? А если договорятся, ну окей, значит договорятся. Не договорятся, сметут. А может быть, Трамп договорится с кубинским Кого правительством. сметут? Правительство кубинское. Кубинцев. Ага, я понял. Да. Так, Поэтому значит, вот такой вот. Здравствуйте, Дмитрий. Как вы относитесь к махровой русофобии в Украине и в Европе? И почему около половины российской оппозиции присоединилась к этой тенденции? Они рассчитывают на благосклонность Запада? ну, российская либеральная оппозиция, она же на то и либеральная левая оппозиция, что они живут на Западе и живут, собственно, неплохо, и живут за деньги либеральной западной элиты, да. Поэтому что же им к ним не присоединяться? Что касается по Украине, если вам непонятен ответ, то жаль. Я даже не знаю, где вы живете. Пока прямой эфир идет, напишите откуда, если вам, ну, если это не секрет, где вы живете.
И тогда вам как бы будет, может быть, легче ответить на вопрос, откуда это берется, почему это тренд такой, почему это идеологема такая, и так далее. Я А просто, как ну, это тысячи связано, раз уже говорил где про, человек про живет? Смотрите, есть же а, очень определенный... связано, очень связано, очень связано. Потому что я же свое мнение давно уже говорил. Вы же мое мнение знаете по русскому языку, по истории, по памятникам, по улице. Что я буду в тысячный раз повторять. Но откуда это берется и почему оно сейчас? Ну, потому что летит оттуда 4 года. И определенные силы этим, как бы, да, это возводят. И пошел, значит, гуманитарный такой тренд. Мы после войны или вернемся к дискуссии внутри общества, тогда будем развиваться, и будет богатая, развивающая, развитая страна. Если продолжим вот это вот, кто больше патриот, якою мовою, ну, это плохая будет история, на мой взгляд. Но это наши внутренние проблемы. Надо сначала закончить войну, потом перейти к дискуссии внутри общества. Ну, вот так. Да уж, ну, тут уже пошла дискуссия в чате по поводу массовой русофобии, прямое следствие экспансии, боюсь, мовной экспансии. Именно мовная экспансия стала причиной войны. Ну, нет. Ну, это как повод, предпосылка, мовная экспансия. Тут дело... Это даже не повод и не предпосылка, это так, обертка. Да. Ну, тут как бы дело не Причины совсем, войны другие абсолютно. не совсем в этом. Так, значит, так, ага, вот, Дмитрию вопрос. Давайте на этом вопросе закончим. Доктрина Монро подразумевает невмешательство США в дела Европы. Так и будет? Или мы имеем дело с доктриной Трампа Монро? Блестящий вопрос, и я сэкономлю время, это будет гениальный блиц-ответ, я с вами согласен. Все, что делает Трамп, к любому следующему слову добавляйте слово Трамп. Он же переименовал институт Кеннеди, центр Кеннеди в центр Трамп Кеннеди. Доктрина Монро – это доктрина Трамп Монро. Это доктрина Монро 2.0 в уразумении Дональда Фредовича Трампа. Я когда Поэтому, это ну что тут услышал, отвечать? Все понятно. мне почему-то эти Ельцин-центры вспомнились почему-то, когда я Ну, слушай, впервые там есть встретил. центр Кеннеди, да, все понятно. Ну, вот у Дональда Фредовича. Он же все время говорит, я спас Данию, я вот это, я то, я спасу мир. Он такой, ему в этом году 80 лет, здоровый, летает. А вы, подождите, а вы вот это вот как относитесь к волне, что ему 3-4 месяца осталось? Ну, не, Саш, я в Не, такие дискуссии не, это не дискуссии, я не подождите. позволяю себе. Сейчас тиражируют разных специалистов, которые говорят, височная, лобная, какие-то там деменции, стоит не так, машет туда, ведет себя. И прям американские врачи вот это тиражируют в ТикТоках и так далее, понимаете? Просто смотрите, мы же переходим вообще все эти грани. Если, например, в Украине это как бы под соусом войны, ну, как вы говорите, летит оттуда, и вот это все пропаганда, Путин в холодильнике и так далее, там и так далее, то сейчас, когда он выкрал Мадуро, все немножко опять как бы раздухарились. И вот сейчас в Америке прям на полном серьезе массово обсуждают состояние здоровья Трампа, и он периодически выходит и говорит, я Первое. здоров, я тесты сдавал. Ну, сейчас, давай отвечу. Вот я в желтой прессе не ковыряюсь, в грязном белье тоже, здоровья нет. Но отвечу тебе, отвечу. Я не могу вести дискуссию с врачами американскими, да, ну, это было бы глупо, если бы я сейчас вступлю в дискуссию. У меня не может быть на этот счет мнения. Я не знаю диагноза. Я вижу Трампа вот, ну так, если это не двойник, да, я его вижу. А врачам бы посоветовал поиграть с ним в гольф, вот, когда им будет 80. Я вот вижу какие-то такие факторы. Единственное, я особо таких вот нервных хотел бы предупредить вот о чем. Что если с Дональдом Трампом что-то случится, то американская конституция как раз очень четкая в написании. Президентом будет исполнять обязанности президента, будет вице-президент Джей Ди Венс. Он еще жестче по отношению к некоторым позициям. Он еще больше нас любит. Поэтому зря, так сказать, кто-то там дергается. А разговаривать про диагнозы президента США, если кто-то из украинских экспертов берется за это, ну, пожалуйста, я не хочу. Дмитрий Спивак был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, благодарю, что посмотрели этот эфир. Пишите в комментариях, что думаете.
как то или иное откликнется. Подписывайтесь на Спивака, подписывайтесь на Шелеста и ждем вас в следующий понедельник. Добра и света. Увидимся.